Самое большое, что меня привлекает в спорте, вообще в любом движении, которое связано с каким-то активити, это комьюнити, которое там находится. Конкретно у нас в Днепре первое, самое главное, что меня привлекает, это люди, которые там находятся. Это просто какое-то сумасшествие, там много разных интересных личностей, с каждым хочется познакомиться и пообщаться. Потом уже подключаются какие-то там первые достижения, победы, и ты такой, вау, что-то получается, начинаешь все быстрее, все сильнее, все лучше делать то, что ты делаешь. Скажи, команда из скольких человек, кто что делает? Команда состоит из 5 человек. Ну, вот 5 человек это так, это базово. То есть мы идем от кормы к носу яхты. На корме сидит самый главный человек, принимающий все основные решения, как правило, это капитан команды, рулевой. За рулевым, чуть-чуть ближе к носу, сидит так называемый грота-шкотовый. Как правило, ребята, которые сидят на грота-шкотах, они являются тактиками, то есть подсказывают рулевому, как себя вести там относительно ветра, какие решения лучше принять и как лучше вести себя яхту, когда ты находишься в гонке. Грота Шкотова — это такой парень, который управляет вот этим вот огромным парусом большим, который находится в середине яхты и является ее основным движущим средством. Вот. Дальше, собственно, иду я. Это товарищ Шкотовый. Вот вы помните, есть такой большой парус, да, там вот парус, большой парус, а за ним идет парус поменьше, который спереди. Этот парус называется стаксель. Иногда выносится третий такой огромный парус, еще больше, чем грот, спинакер. Вот Шкотовый, он управляет вот этими вот дополнительными парусами. Дальше идет питмен. Там с какого-то языка в буквальном переводе пианист. Кстати, в русских аналогах по яхтинговых позициям эта позиция действительно называется пианист. Вот. Я тоже часто бываю пианистом. Почему пианист? Потому что находишься перед тобой куча разных веревочек, и тебе нужно так делать вот такое веревочное карате, как бы успевать вовремя что-то там где-то дергать, где-то поджать, где-то попустить и так далее. Вот, вот у меня вот иногда Шкотовый, иногда питмен, в зависимости от того, какая позиция более востребована. Потому что, например, на Шкотах, если я могу Гротовому там уступить место, если с нами какой-то опытный Гротовый, а с нами, как правило, всегда опытный Гротовый катается, я перехожу на питмена, и есть такое классное английское слово саппорт. Я саппорчу потихоньку. И самая, мне кажется, веселая роль. Почему? Потому что ты постоянно бегаешь, прыгаешь, какое-то движение организовываешь на яхте, вот так вот карусели какие-то происходят. Это баковый. Баковый находится на носу. У него две задачи. Задача первая, когда выносится вот этот вот большой парус, спинакер, ты ставишь рию, на которой спинакер держится. Вторая твоя задача — висеть кирпичом. Так. И висишь, откреняешь яхту. Как-то так. Яркий момент именно вылета из яхты. Назовем его так. У нас это был август месяц, это была третья гонка Open Днепро Cup. Причем из-за погодных условий ее перенесли, и она шла после четвертой гонки. И погодные условия все равно были хреновые. Из яхты мы не выпадали, мы сами выпрыгивали из яхты. Мы реально полдня тупо купались, плавали, потом покатали. Эта гонка, она в общий рейтинг не пошла, к сожалению, потому что не было необходимое минимальное количество гонок для рейтинга, поэтому мы второе место заняли. Но все равно в рамках тех двух гонок, которые мы провели, по-моему, 2 или 3, да, 2, по-моему, мы первое место заняли. Такое, это самое изейшее первое место, которое вообще когда-либо мне доставалось в этой жизни. Вообще, там когда-то карате занимался, там разные были ситуации. Вот сейчас вот яхтинг типа, и вот вообще это самое легкое. Полдня полнейшего чиллаута, и потом еще первое место тебе дали. Класс. Чего выпрыгивали? В воде было теплее, чем на борту? В воде было интереснее, чем на борту. Поплавать хотя бы, хоть как-то. Потому что, ну, представь себе, полный штиль, ветра нет от слова совсем. И в яхта просто стоит. То есть, ну, чтобы плыть, тебе нужно ее раскачивать. И, ну, естественно, как бы, ну, ни о каких гонках речи идти не может. И все яхты просто дрейфуют на реке. И в какой-то момент давайте купаться. Пораздевались, сами повыпрыгивали. Вот.
толкали яхту еще в воде. Цифры обходятся тебе, да, пребывание на яхтах, как периодично? Раз в неделю это примерно 500 гривен тратится на это. Это тренировка, то есть там мы собираемся командой, скидываемся по 500 гривен. У нас это аренда яхты плюс тренер, услуги тренера. Вот. В сезон, то есть условно за год, для того, чтобы участвовать в сезоне, до 5000 гривен. То есть ты платишь один раз, там, ну, так как идет сбор с команды, то примерно до 5000 гривен ты платишь один раз за сезон, потом ты просто выделяешь себе 500 гривен в неделю, то есть вот, там, давайте разобьем, мы берем там 5000, делим на 12, это примерно там гривен 400 условно. 400 гривен в месяц плюс 500 гривен в неделю, это 2000 гривен в месяц, плюс там какие-то условно там такси доехать, ну 100 долларов в месяц ты тратишь. Агитационная минутка от Егорыча в сторону яхтинга. Ребят, если у вас есть лишних 100 долларов в месяц, то потратьте их на себя, потратьте их с удовольствием. Если у вас нет 100 лишних долларов в месяц, найдите 100 долларов, которые вы потратите на себя, на свое удовольствие. Потому что яхтинг это команда и комьюнити. Это нестандартный вид спорта, который дает вам общее физическое развитие. Во-вторых, это нереальный кайф от потока ветра и потока тебя в воде. На 2021 год на данный момент план 1 это закрепить тот успех, который есть в Open. То есть сейчас просто проблема в том, что у нас по Open, то есть то, что я говорю, у нас четкий состав это я, Хмельников и Старов, Коля. Вот. И непонятно, смогут ли там Днепренко или Василенко участвовать вместе с нами. И что у нас будет по тактику в этом году. То есть в Open, мне кажется, тактик нужен точно, и этот вопрос решается капитаном, я туда не влажу. Вот, как бы, ну, моя задача простая, дергать веревки, висеть кирпичом. Вот. Как бы солдат услышал приказ, солдат пошел выполнять приказ. Вот. Но в планах, конечно, хотелось бы поучаствовать в Open, в планах закрепить результат, либо второе, но в идеале, конечно, в этом году уже первое взять, потому что, ну, второе есть, все такое же, надо первое, надо лучше, выше. Друзья, у вас рядом, особенно если вы живете в городе, где есть река или рядом стоит море, у вас есть 100% у вас есть какая-то движуха, связанная с парусом. Если вы сидите сейчас, там условно смотрите какой-то сериал, залипаете в какие-то игрушки, друзья, я вам рекомендую, не поленитесь, выйдите на воду, просто откройте для себя что-то новенькое. А если вы из тех людей, которые не любят открывать для себя, точнее любят открывать для себя что-то новенькое, но не любят выходить и искать паруса, хотя их искать несложно, просто подписывайтесь на канал X-Line Sailing Team, и мы вам расскажем много чего интересного еще.